Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Срочные новости для вас. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, для диагностики негатива, телефон под видео. Итак, ребятушки, что я хотела вам поведать. Значит, смотрите, у кого-то из вас сейчас есть такая тупиковая ситуация. С чем она связана? С деньгами. Острая нехватка денег. Может быть даже какая-то, знаете, мысль проскакивать, что менять работу, куда-то уезжать, да, где-то подзаработать, потому что просвета не видите. Вот как будто вы погрязли, да, вот в каких-то таких подвисших ситуациях. У каждого она будет своя. У кого-то проиграется вот подвисшая ситуация в личной жизни, да. Здесь холод. Здесь сумасшедший холод. У кого из вас есть отношения, я имею в виду давние, не новые отношения. Здесь холод, здесь два разных человека, которые уже давно друг другу не интересны, хотя когда-то была любовь. Но здесь может проигрываться, есть ребенок, да, в семье, поэтому ради ребенка можете жить. Плюс финансы. Финансы, либо же квартира, да, вот не хочется делить. Поэтому у каждого будет свой тупик, но то, что нужно будет всем принять какое-то важное решение, у каждого оно свое, это однозначно. Далее, новый жизненный этап. Либо же вы думаете, да, вот как раз это может быть связано вот с этим тупиком. Кто-то из вас стоит как раз вот перед тем самым выбором, да, вот оно все взаимосвязано. Начать жизнь с чистого листа самому, может быть, начать жизнь с чистого листа с новой женщиной, либо же начать новую жизнь, но в другой стране, в другом городе, куда-то уехать, переехать. То есть у вас, у многих стоит вот, ну, такая дилемма, да. Давайте сделаем маленький опрос. Вот напишите, ребят, вот какая сейчас дилемма стоит перед вами, да, вот какое важное решение вам нужно принять. Далее, вы человек, ну, такой продуманный, довольно у вас сильно развито мышление, особенно логика, да, вы анализируете очень хорошо, вас очень сложно обмануть, поэтому вот эти девочки, ну, я их так называю, женщины, девочки, без разницы, которые пытаются по жизни поиметь вас, которые пытаются, либо же пытались как-то вот на ваши деньги, может быть, там квартиры, машины позариться, но они очень быстро отправлялись во свояси. Да, у кого-то могло быть, что вот эта вот корыстная дамочка, которая у нас вышла первой же картой, да, она могла подзадержаться только по той причине, что вы ее очень сильно любили, поэтому на многие вещи закрывали глаза. Ну да, в принципе, вы были всегда главой семьи, вы всегда были и добытчиком, и охотником, и кем угодно, да. Просто что из-за того, что вот эти вот розовые очки, которые у вас были когда-то на глазах, да, вот вы закрывали вот их на все ее какие-то глупости, шалости, на ее какие-то закидоны. Но понятное дело, что это было до поры до времени. Мы не будем сильно вникать, какие у нее закидоны были, да, говорим сейчас в общих чертах. У кого-то сейчас из вас проигрывается, что ну реально вот как будто ступор какой-то в жизни. Вот не знаете вообще, что делать. Связано с разрывом. Вот те, кто недавно разошелся, вот вы сейчас, ну, точно в таком глубоком, то ли депресняк, то ли это вообще какая-то отрешенность. Причем здесь может быть ситуация даже, что вы не просто женаты были, вы еще и венчанные можете быть. Поэтому для вас это, знаете, было двойным ударом, потому что вот если бы вы были венчаны, то для вас это вообще святое, да, для вас это вообще казалось, что это раз и навсегда, как можно вообще рушить венчанную семью. Ну вот какие-то такие мысли вас посещали. Поэтому кто сейчас вот недавно разошелся, разорвал отношения, ну очень больно, да, очень больно сейчас вам однозначно. Что еще проигрывается?
Смотрите, кто-то из вас сейчас, похоже, приболел. Либо же находитесь вот-вот на грани, да, смотрите, чтобы не было постельного режима. Это может быть все что угодно, простуда, другие какие-то болячки, ребят. У кого обострение идет сейчас хронических болячек каких-то, ну лучше обратитесь к врачу, чтобы не доводить дело до операций. Вот говорю как есть, не пугаю, да. Поэтому, ну, то, что вижу, то и говорю. Есть переживания по поводу здоровья. У кого-то из вас может проиграться, даже вот если самой болячки сейчас обострения нет, но вот как-то уж слишком сильно вы беспокоитесь по поводу своего здоровья, да, может быть, вы планируете сделать обследование, может быть, кто-то из вас готовится к плановой операции, но очень сильно переживаете и пытаетесь оттянуть этот момент, потому что есть страх, да. Операция – это всегда страх. Особенно те, кто связаны с формой, там, где горячо, ну, конечно, здесь понятно, да, что здесь безумный страх и по поводу жизни, и по поводу, ну, вообще, по поводу даже тех же, не дай бог, там, ранений, да, вот, чтобы не навредить ни здоровью, ни жизни. То, что вы все пережили рано или поздно крутые перемены в жизни, это 100%. Причем, знаете, как будто ваша жизнь поменялась. Вот поменялась, ну, постоянно выпадает башня, да? То есть это что? Это либо же разрушение семьи, либо же это, может быть, у кого-то еще помимо семьи выпало, вы остались без работы, да? У кого-то, может быть, вы потеряли еще близкого человека, по крови даже. То есть на вас вот столько навалилось в последнее время, что, ну, просто казалось, либо же сейчас вот кажется, что все, выхода нет. Из такой тупиковой ситуации, когда все рушится, когда, ну, как будто черная полоса идет. Напишите, ребята, у кого сейчас вот реально идет черная полоса. Это может быть, кстати, еще магическое воздействие. Поэтому без диагностики, у кого реально есть какие-то проблемы, без диагностики, без чистки вы не решите этих проблем. Будете просто бегать по кругу, да, вот, и, ну, без перемен особых. Что я вижу по поводу личной жизни, ребят? Большинство из вас как-то, ну, то ли поставили крест. У кого-то, может быть, проигрывается даже, что вы особо уже не верите, что вы встретите достойную женщину. Есть здесь скорее такое опускание рук, да? Пустили на самотек, кто-то осознанно выбрал путь одиночества. Просто это все отголоски прошлого, да? Уже не один раз у нас это выпадало сигнификация, и, в общем-то, особо это не меняется. Но я вам скажу, что в вашей жизни будет женщина. Пусть это останется маленькой интригой, императрица все равно у вас будет. Погнали смотреть, какие новости. Буду рассказывать разные новости, а вы переворачивайте под себя, кому что подходит. Накроет кого-то из вас ностальгия, дичайшая. Воспоминания. Может быть, даже захотите поехать в места вашего детства. Может быть, кто-то давно не видел родителей, захочется поехать. Может быть, братья, сестры, с которыми давно не общались. Ну, жестко накроют воспоминания. Будет общение с людьми, которых вы, ну, не только давно не видели, а может быть даже уже и где-то там и телефончик потеряли, да, а потом как-то вот то ли через соцсети вот возобновится ваше общение. Ну, кому-то однозначно будет поездка за границу. С чем она связана? С заработком. Ребят, постоянно падает поездка за границу. Поэтому дерзайте. Я вижу, что вы сомневаетесь, кто хочет. Я вижу, что вы опасаетесь, но очень благоприятная карта падает вот именно на поездку, на заработок. Далее, кто-то из вас вот находится, знаете, ну в таких вот и будет еще находиться в таких очень каких-то предподнятых энергиях. С чем это будет связано? Это будет связано с новым знакомством. Это будет женщина, которая вам безумно понравится,
какой-то период вы, может быть, даже никому не будете рассказывать об этой женщине, сами будете разбираться со своими чувствами, со своими мыслями, желаниями, эмоциями и так далее. Ну, как-то вы даже как будто испугаетесь своих чувств, будет очень сильно тянуть к женщине. Улучшение финансового положения однозначно. Это либо же новая работа, либо же повышение по карьерной лестнице. Так, далее. Кто-то из вас захочет крутить романы, ребят. Вот захотите. Видите, как получается? Кто-то захочет, наоборот, вступить в отношения, а кто-то станет отшельником. Те, кто сейчас в токсичных отношениях, наконец-то вот вы задумаетесь, что пора бы уже это все прекращать, да? Потому что вы поймете, что вас как будто вот доят, как дойную корову. Надоест вам эта ситуация. Вот как будто в одночасье, да, вот проснулись утром, что все, не хочу я больше жить с этой женщиной, надоело. Очень резко будете все рвать, неприятное будет расхождение. Я не скажу, что вы останетесь друзьями, но будете еще выяснять отношения, может быть, по поводу дележки имущества, каких-то еще других нерешенных вопросов. Но будьте осторожны, потому что вами могут и манипулировать. Вот это ваша дама, с которой вы будете расходиться. Плюс еще есть вероятность, что она либо же уже сделала, либо будет делать вам магию. Поэтому, если, опять-таки, если будете чувствовать, что что-то в вашей жизни не так, либо же ощущения какие-то не такие, это только диагностика. Даже на дне колоды у нас туз кубков. Однозначно, ребята, у многих проиграется новая любовь. Кто-то из вас, знаете, как будто узнает какую-то тайну. Какая-то важная для вас информация вот всплывет наружу. Это может быть как угодно, где угодно, да, поскольку общий расклад. Может быть, кто-то вам расскажет. Может, где-то вы прочитаете, да, там переписка какая-то, либо еще что-то. Может быть, вам смс-ку напишут. То есть у каждого проиграется по-разному. С чем это связано? С любовью, с деньгами. Знаете, у меня такое ощущение, что это будет как-то связано с вашей, может быть, даже прежней женщиной, которую вы любили. Это будет, ну, не очень-то приятное такое сообщение, открытие, тайна, не очень приятное. Может быть, вы узнаете, что она там с вашим другом изменяла. Может быть, еще какие-то, знаете, такие, ну, неприятные моменты. Но, то есть, вы отрезвитесь еще больше. Вы еще больше убедитесь, что, слава Богу, что вы разошлись, да. Потому что, ну, с таким человеком жить дальше, ну, это просто невозможно и нереально. Так, что еще? Кто-то из вас может попасть туда, где горячо, ребят. Вот это тоже не очень приятный момент. По крайней мере, вот как-то будут, ну, то ли зазывать, да, ну, я не знаю, это повестки, не повестки, но как-то, может быть, то же самое обновление данных каких-то. Ну, то есть здесь есть такой шанс, что могут туда отправить. Кто-то из вас начнет чаще общаться с ребенком, ну, либо же с детьми. Если здесь была ситуация, что вы раньше не могли, там, либо же из-за женщины бывшей общаться, да, и там какие-то моменты, может быть, она специально не давала вам ребенка, здесь идет улучшение ситуации. Будете видеться чаще, очень теплые такие классные встречи будут. Знаете, у многих из вас будут как раз вот эти встречи с детьми, ну, либо с ребенком, у кого они есть, конечно, как будто такая ваша отдушина. Потому что, вот знаете, ну, несмотря на то, что все равно вот как-то много позитива идет в раскладе, но я вижу, что многие как-то вот то ли отчаиваться будут, да, вот то ли опускать руки, то ли вы уже не верите ни во что и никому не верите. Да, вы можете и знакомиться, да, вы можете вступать в отношения, но это как-то, ну, знаете, ну, не то чтобы с натяжкой, вот я даже не знаю, какие слова подобрать, ну, то ли это с опаской, ну, с таким недоверием, что ли, да. У многих появится, как это сказать, больший объем работы.
Появится, у кого-то может быть подработка, может быть вам подкинут еще работы, да, потому что, ну, либо же некому работать больше, может быть кто-то на больничном, кто-то ушел в отпуск, там кто-то уволился. Уставать, конечно, будете бешено, но денежки, конечно, подзаработайте чуть больше. Так, ну и напоследок давайте еще в двух словах посмотрим, что еще. Ну, то, что финансы однозначно у вас вырастут, ну, даже это не обсуждается. Какое-то веселье вас ждет. Веселье в такой тесной именно компании, когда вас, ну, может быть, пара-тройка людей, это могут быть близкие друзья, может быть, родственники, коллеги, с которыми вы, ну, можете поговорить о самом сокровенном, о том, о чем вы с другими разговаривать не можете. Это будет такая, конечно же, с рюмочкой чая встреча. Это будет, может быть, такая длительная, ну, я не скажу, чтобы до утра прям, но я думаю, несколько часов вы посидите, позажигаете, может быть, даже повспоминаете о прошлом. Теплая очень такая встреча, классная. Ну и знаете, вот, ребят, в любом случае, как бы там ни было, какая бы злодейка судьба ни была, я все равно вам всегда говорила и буду говорить, что настраивайтесь на позитив. Вы знаете, что мысли материальны. Да, казалось бы, это банальная фраза, она звучит из каждого утюга, но это правда. Мы притягиваем то, во что мы верим. И если вы будете опускать руки, если вы будете думать, все, жизнь закончилась, никого не хочу, ни с кем не буду, ну, Вселенная услышит ваш запрос, и все. А вам это надо? Вы-то должны еще, вы обязаны быть счастливыми в любом возрасте. Поэтому пообещайте мне, вот в комментариях пообещайте мне, вот так и напишите. Я обязуюсь быть счастливым. Я жду ваши комментарии. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!